Я часто слышу на приеме, почему я не знала этого раньше, или почему мне никто этого раньше не сказал. Меня зовут Юлия Щербатова, я врач-дерматолог, косметолог, основатель клиники, и я собрала для вас 5 главных сожалений, которые я чаще всего слышу на приемах от своих пациентов. Посмотри этот ролик до конца, чтобы к 40 годам оставаться такой же молодой и красивой. Первое – это привычка есть сладкое натощак. Или если со времени приема пищи прошло больше, чем 2-2,5 часа. Почему так? Начинать свой день со сладкого, когда вы решили просто выпить кофе с конфеткой вместо нормального завтрака, это очень плохая идея. Дело в том, что таким образом формируются инсулиновые качели или инсулиновый круг. Мы по-разному это называем. Суть в том, что вы повысили свой уровень инсулина, а нормального количества пищи в ваш организм так и не пришло. Клетка, по сути, осталась голодной. Через очень короткое время вы начинаете опять испытывать голод, и вы едите опять, и вы опять тратите ваш инсулин, и круг замкнулся. Таким образом, интервалы между приемами пищи сокращаются, вы потребляете избыточные калории, у вас все время высокий уровень инсулина, вы набираете вес и истощаете свою поджелудочную железу. Если вы будете есть сладкое натощак, то у вас, возможно, возникнет сахарное лицо или сахарная кожа, так называемая. Это процесс старения, который запускается молекулой простого сахара, глюкозой. И если глюкоза будет склеивать белки, например, коллаген или эластин, то ваша кожа станет дряблой, покроется сосудами раньше времени, и вы будете тратить огромное количество денег на поддержание своей красоты. Второе сожаление – это то, что я не использовала солнцезащитный крем. Казалось бы, такая простая, банальная истина – нанести защиту на кожу перед тем, как выйти на улицу. Мы же обуваем ножки в обувь перед тем, как выйти на улицу. Вот так же нужно защищать кожу. Но до сих пор многие пациенты игнорируют такой добрый совет. К чему же приводит игнорирование использования крема с SPF? Да, разрастание сосудов. Конечно, будут пигментные пятна. Конечно, цвет вашей кожи и упругость ее будут страдать. Это называется фотодерматоз. И еще называется эластоз кожи. И это необратимое состояние. Мы не можем это починить. А профилактировать очень просто. Всего лишь нанести на кожу крем с SPF. Но самое главное, что я хотела сказать в контексте крема с SPF, это профилактика новообразований и рака кожи. Печально, но факт. Статистика растет год от года, и люди очень молодые. Одна моя прекрасная знакомая буквально во вторник получила вот такой диагноз. Это очень грустно, но факт. Никогда не использовала крема с SPF, а живет она практически на экваторе. Несмотря на мои предупреждения, так случилось. И я несу вам этот добрый совет. Обязательно используйте крем с SPF каждое утро перед выходом из дома. Третье сожаление. Ели много сахара и вообще рафинированных сахаров. Рафинированный сахар содержится в очень многих продуктах, которые произведены промышленным способом. Сахар является одним из самых главных его производных консервантов, которые используются для увеличения срока хранения каких-либо продуктов. И простые сахара у людей с инсулинорезистентностью, с ожирением, с нарушенным обменом веществ, с метаболическим синдромом очень ясно показывают, что они умеют делать, как они умеют разрушать нашу кожу. Например, у людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом можно увидеть так называемый черный акантоз. Мы еще это называем на своем языке акантозис нигриканс. Это такие серые локти, коленки. Если попросить пациента поднять ручки, то можно увидеть в подмышечных впадинах такие серо-черные круги, в паху, в паховых складках. Любой из вас может подойти и в зеркале сам у себя провести такую диагностику. Если вы видите темные круги в складках, потемнение кожи, не верьте, это никакая не пигментация. Это и есть черный акантоз. Это грозный признак разрушения наших коллагеновых структур простыми сахарами, которые неизбежно приведут к заболеваниям. Кстати, у меня есть специальный ролик, его можно посмотреть, про сухие локти и как они указывают на заболевания. Четвертое сожаление, что вовремя не сходила к эндокринологу. Это сожаление, которое мы обсуждаем на приемах чаще, чем хотелось бы, потому что многие заболевания
эндокринной системы протекают без каких-то супер выраженных симптомов. По сути, ничего не болит. Почему не болит? Потому что сахара, например, разрушают периферическую нервную систему так, где что-то и могло бы болеть, но нервы разрушены и сигналов от ткани не поступает. Это очень коварные заболевания. Ежегодный визит к эндокринологу помогает сохранить не только ваше здоровье, но еще молодость и красоту. Потому что заболевания эндокринных органов напрямую связаны с женским здоровьем и красотой. Дело в том, что вот так, как функционирует наша эндокринная система, наша женская, например, или мужская, вот точно так же человек и выглядит. Поэтому все заболевания эндокринной системы организм транслирует наружу. Это кожа, это волосы, это количество жировой клетчатки, это количество мышц, переломы, это прочие заболевания, которые неизбежно связаны с обменом веществ человека. Поэтому один визит в год к эндокринологу спасет вас от таких неприятных заболеваний и сохранит вашу красоту. Пятое сожаление. Топила за естественное старение и в 40 лет получила это старение. Тут интересный разговор получается с теми, кто не думал, что будет так. Таких пациентов у меня очень много, которые приносят свою фотографию год назад, там, полгода назад и говорят: это ужасно, я за такое короткое время постарела, я набрала вес, я оплыла, я потеряла волосы и так далее. Каких только симптомов мы тут не получаем. Откуда же берется вот эта картина обрушения буквально женского здоровья и красоты? Это признаки дефицитов половых гормонов. Это те признаки, с которыми организм сражался. Он компенсировал сколько мог. Он делал все для того, чтобы сохранить и здоровье, и красоту. Но наступает момент, когда и на то, и на другое не хватает. И организм выбирает здоровье. И то, и там начинает тоже все рушиться. То есть первые признаки – это страдает наша красота. Организму, грубо говоря, не до красоты. Может ли организм выжить без красивых волос? Может, конечно. Поэтому вычеркиваем, сбрасываем. Может организм выжить без красивой кожи? Да, может. И качество вашей кожи начнет страдать. Может организм выжить без крепких ногтей? Конечно, может. Поэтому ногти придут в плохое состояние. Дальше присоединятся проблемы с сосудами, пищеварением, с недержанием мочи и так далее. Возникнет очень много неприятностей. Поэтому женщины, которые приходят ко мне в 40 лет, в 45, то есть, по сути, это только половина жизни, и говорят: зачем я вообще думала по-другому, зачем я говорила про естественное старение, понять не могу. Расскажите, пожалуйста, как правильно стареть. Ну и вот тут я и рассказываю, как стареть правильно. Почему так бывает? Потому что женщины противопоставляют естественное старение и косметологию. Почему-то это какие-то несовместимые понятия. На самом деле правильный косметолог – это тот человек, который объяснит вам, как нужно стареть правильно, что это такое. Мы включаем в свою работу обязательно эндокринолога, гинеколога, невролога и так далее. Всех специалистов, к которым обращается обычный человек. Потому что косметология бывает успешной только в здоровом человеке. Поэтому, когда вы обращаетесь за естественным старением, это лучшее, что может дать вам современная медицина. Будем встречаться.